Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 1 ноября, и сегодня мой первый материал будет посвящен продолжению разборов полета Тайваня китайского кризиса. Для начала напомню содержание предыдущих частей. В первой части мы с вами разобрали геополитическую составляющую этого кризиса и выяснили, что главной его причиной является противостояние между все более и более увеличивающейся геополитической мощи Китая и все более и более уменьшающейся геополитической мощи США. И именно Тайвань является наиболее простой, наиболее удобной точкой, где Китай может спроецировать свою экономическую, политическую и в крайнем случае военную силу. Таким образом, нанеся поражение и хаос в ряды американских союзников, это Тайвань, Южная Корея и Япония. И во второй части мы с вами разобрали, каким образом Китай готовится к возможному решению, военному решению этой проблемы. Начиная с начала 2000-х годов, военные возможности Китайской Народной Республики по вторжению на Тайвань выросли более чем на порядок. И естественно, противной стороне, которая прекрасно видит то, куда движется ситуация, надо что-то противопоставлять. И как вы помните, в конце прошлой части я пообещал, что в следующей мы с вами разберем, каким образом Тайвань и Соединенные Штаты Америки в военном отношении могут противостоять Китаю. Но потом, когда этот материал был записан, я немножко подумал, решил изменить очередность. Прежде чем перейти к вот этой следующей части по разбору военной со стороны Тайваня и США, нужно разобраться с политической ситуацией на Тайване. Потому что не разобравшись с политической ситуацией на Тайване, понять, что происходит сегодня в военном плане на острове, просто невозможно. И для начала давайте вспомним историю. 1949 год, одновременно с провозглашением Китайской Народной Республики в Пекине, недобитое бывшее правительство Китая сбежало на Тайвань и провозгласило там Китайскую Республику. Вернее, оно себя провозгласило правопреемником того Китая, который проиграл гражданскую войну в 1949 году. И на протяжении следующих нескольких десятилетий Китайская Республика являлась не только правопреемником официально Китая, но и его даже поддерживала так называемое международное сообщество. До 1971 года именно Тайвань занимал место Китая в Организации Объединенных Наций. Причем это решение стало следствием резкого изменения американской политики по отношению к Китаю. Давайте вспомним отношения между Советским Союзом в конце 60-х годов и Китайской Народной Республики начали стремительно ухудшаться, что в конечном итоге привело в том числе к военному столкновению на острове Даманский. И американские политики решили этим воспользоваться. В 1971 году, в начале года, произошло просто сенсационное событие. Команда по теннису из США прибыла с визитом в Пекин. И это было первое внешнее проявление концепции Генри Киссинджера по отрыву Китая из советского, вернее, коммунистического блока. Потом была долгая и кропотливая работа, закончившаяся в 1979 году официальным разрывом отношений между США и Тайбэем. Вернее, Соединенные Штаты Америки официально перестали признавать Китайскую Республику на Тайване. Они теперь стали признавать только Китайскую Народную Республику. И здесь я хочу заострить ваше внимание. Китайцы на Тайване были просто в ярости от подобных событий. Тем не менее, они вынуждены были с ним согласиться. Это еще раз говорит о том, что у американцев не бывает вечных союзников. И они готовы пожертвовать любым своим союзникам ради достижения своих политических целей. И в результате соглашений 1970-х годов была принята еще одна очень важная политическая концепция, причем именно принята со стороны Соединенных Штатов Америки. Рано или поздно Китай и Тайвань объединятся. Единственное было исключение, что американцы сказали, что они против военного решения данной проблемы. Тем не менее, это был мощнейший тектонический сдвиг, который запустил дальнейшую цепочку событий по трансформации так называемого гоминдановского движения уже на самом острове. Именно тогда сбежавшие в свое время с китайского материка элиты на Тайване приняли для себя решение мириться с Пекином. Потому что другого выхода они тогда для себя не видели. Да, к этому они пришли не сразу, а через несколько десятилетий. Тем не менее, уже в 2000-х годах именно Гоминдан стал той партией, которая стояла четко на пути объединения двух Китаев. С единственным требованием сохранить свой особый экономическо-политический статус. Причем все это стало в том числе логическим следствием соглашений между Великобританией и Китаем по отношению к Гонконгу. То есть в конце 90-х годов казалось, что все будет идти именно в этом направлении. Но это очень не устраивало американцев, которые к концу 90-х годов решили, что они всемогущи. А также к концу 90-х годов уже китайцы стали американцам не нужны.
Да, тогда они еще не были, не рассматривались американцами как возможные экономические соперники. Тем не менее, Советский Союз был развален, Россия лежала в руинах, и китайцы американцам стали уже не нужны. Именно по этой причине американцы взяли курс на отрыв, окончательный отрыв острова Тайвань от Китая. И для этого они запустили в Тайване очень интересные процессы. Процессы демократизации общества, чтобы при помощи этих процессов отстранить Гоминьдан от власти. Первые нормальные демократические выборы состоялись в 90-х годах. И именно в этот момент появилась новая проблема. Главной оппозиционной силой страны стала так называемая Демократическая прогрессивная партия, которая сразу заявила о том, что ее единственной главной задачей является, по сути, создание новой политической нации тайванцев и, соответственно, построение нового государства независимого Тайваня. Знакомые нотки, не правда ли? Именно по этому пути пошли западные элиты в отношении Украины и Беларуси. По сути, разорвав единое ментальное, культурное, духовное пространство одного народа на части. Вот тем же самым путем американцы пошли на Тайване, начиная с 90-х годов. Когда они, еще раз напомню, перестали нуждаться в тех соглашениях, которые они заключили с китайцами менее 20 лет назад. То есть бумага, на которой подписано соглашение с США, китайцы уже тоже для себя тогда выяснили, ее стоимость медный грош, и то в базарный день. Причем эти заявления новой политической партии страны вызвали не только негодование со стороны Пекина, но даже со стороны Гоминьдана, который к тому времени уже принял решение, главное принципиальное решение, что надо объединять остров с материковым Китаем при помощи постепенных трансформаций. Тем более, что Китай уже к 90-м годам, а тем более к началу нулевых годов, все менее и менее походил на коммунистическую диктатуру и все более и более походил на современное капиталистическое государство. И по сути, к началу нулевых годов главные противоречия между Гоминьданом и Коммунистической партией Китая были забыты, а новый экономический курс Китайской Народной Республики в Тайбэе даже очень сильно приветствовали. Потому что он не особо-то отличался от того курса, который исповедовал и сам Тайвань. И все было бы ничего, и не стоило бы сегодня нам говорить о новой возможной Китайо-Тайванской войне, если бы в начале 2000-х годов не случился новый политический зигзаг. Демократическая прогрессивная партия победила на выборах и стала правящей партией в стране. Это сразу же отразилось и на внутренней политике, а также на противоборстве с Китайской Народной Республикой. Именно вследствие роста популярности тайваньских сепаратистов Китай принял ту программу, военную программу по перевооружению своей армии, чтобы в дальнейшем это способствовало в любом случае возврату Тайваня в родную гавань. Именно по этой причине и именно во время руководства Тайванем Демократической прогрессивной партии в Китае был принят закон, что если Тайвань провозглашает свою независимость, это автоматически обозначает войну, которой Китайская народная освободительная армия должна быть готова всегда. И неизвестно, чем бы все это закончилось еще в 2000-х годах, если бы в конце этих самых 2000-х годов демократические прогрессивисты не потеряли власть. И к власти опять не вернулось правительство Гоминьдана, которое опять резко развернуло политический курс страны на сближение с материковым Китаем. Причем все это закончилось даже первой за всю историю послевоенного Китая-тайванского противостояния встречей двух руководителей стран – Си Цзиньпина и президента Тайваня. Во время этой встречи не было подписано никаких соглашений, тем не менее посыл был понятен. Рано или поздно Тайвань и Китай должны были объединиться по гонконгскому сценарию, который к тому времени стал уже свершившимся фактом. И понятно, что для американцев это было равносильно удару между ног. По сути, с крахом проекта Тайвань рушилась вся их заградительная стена против Китая, который к тому моменту уже превратился в главного геополитического противника США. Именно по этой причине к этому моменту роль Тайваня для США многократно возросла. А потому стоит ли удивляться, что американцы приложили все усилия для того, чтобы уже в следующем 2016 году именно тайваньские сепаратисты пришли к власти. 2016 год резко все изменил. К власти опять пришли националисты с Демократической прогрессивной партии. И с учетом того, что одновременно с этим к власти в США пришел Дональд Трамп, который взял откровенно антикитайский курс своей внешней политики за главный, и в результате всех этих политических изменений Пекин тоже резко изменил свое отношение к Тайваню. А надо сказать, что к 2016 году отношения между Тайванем и Пекином по сути были очень даже неплохими. Очень было серьезное проникновение экономическое Тайваня в Китай и наоборот. Из Китая на Тайвань ездили прямо организованные группы туристов, и большинство туристов, которые
которые посещали Тайвань в тот момент, это были именно китайцы. То есть обмен культурный, все шло вместе, все шло хорошо. И если бы в 2016 году не победили националисты, то я думаю, сегодня мы с вами бы разговаривали не о возможной тайвано-китайской войне, а о том, что вот уже буквально скоро Тайвань и Китай объединятся по гонконгскому сценарию. Причем даже победа в 2016 году Демократической прогрессивной партии не была однозначной и бесповоротной. Потому что уже следующие местные выборы показали, что Демократическая прогрессивная партия не справляется с экономикой страны. Как и в первый раз, она быстро теряет поддержку населения. Потому что это в первую очередь популисты, которые приходят к власти на националистических лозунгах. То есть на построении отдельного независимого тайванского государства, основано на тайванской нации, а тайванская нация опирается на свой тайванский язык, который к тому моменту пропагандировали вся так называемая культурная элита острова. То есть местные писатели, местные поэты писали свои произведения на тайванском языке, внедряя их в среду молодежи, делая это модным, и это дало свои результаты. Например, уже сейчас в Тайбэе, в метро объявления остановок делаются на тайванском так называемом языке, который в Китае, естественно, называют диалектом китайского. И эта украинизация Тайваня пошла с 2016 года буквально семимильными темпами. И самое смешное, что это привело к тем же результатам, которым привела украинизация в Украине. Резкое охлаждение отношений с Китаем привело к экономическому, по сути, упадку, который и спровоцировал резкое падение популярности самостейников. И все было бы хорошо, то есть в 2020 году Гоминьдан должен был прийти обратно к власти, но здесь произошли очень интересные события, которые совершенно по-другому позволяют посмотреть на противостояние, которое было в Гонконге. Именно вследствие противостояния в Гонконге, кстати, хочу напомнить, что поводом для этого послужили именно события, которые произошли на Тайване, сильно помогло сепаратистским настроениям на острове. Сепаратисты из Демократической прогрессивной партии говорили, что вот смотрите, посмотрите на Гонконг. Нельзя верить Китаю. Он провозгласил курс одно государство, две политические системы, а сегодня он подавляет Гонконг. И если мы поведемся на этот политический курс, мы последуем примеру Гонконга. Если в 2019 году позиции прогрессивных демократов были очень-очень слабы, и все шло к тому, что они проиграют следующие парламентские и президентские выборы, то 2020 год полностью все изменил. Да, они потеряли некоторое количество мест в парламенте, тем не менее они добились главного, они добились победы. Именно повторная победа тайванских сепаратистов, она и спровоцировала следующий этап противостояния с Китаем, которое дошло до того момента, что пора уже говорить о вполне себе не исключенной Тайвано-китайской войне. И теперь, когда мы разобрались с политической ситуацией внутри Тайваня, в следующей части мы с вами поговорим о том, каким образом Тайвань, который, если убрать детали некоторые, да, по сути превратился для Китая в такую себе своеобразную Украину, готовится к отражению неминуемой, по мнению нынешней власти Тайваня, китайской агрессии. На этом по этой теме на пока все. Ставлю запятую. До свидания. Подписываемся на канал. Ну и самое главное, что бы там ни случилось, всем всегда желал, желаю и буду желать. Будьте здоровы!